Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Как сложится ваша судьба в дальнейшем? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Знаете, могу однозначно сказать, что в вашей жизни преобладают сейчас более такие агрессивные, что ли, энергии. У вас есть обиды, у вас очень много, знаете, вот таких моментов, когда вы в своей жизни можете отторгать, что ли, отторгать именно те ситуации, которые вам не нравятся. Это касается, знаете, вот того периода, когда вы сейчас находитесь в одиночестве, когда вы без семьи, да, вот именно в теперешнем вот вашем состоянии вы такой вот стали более борец, более правдолюб, вы можете, вернее, даже вы научились говорить слово «нет». Именно после того, как вам разбили сердце, когда вам сделали больно, вы стали больше таким, ну, жестким, что ли. Почему вы таким стали? Давайте вот все-таки уточним, да? Однозначно, это из-за женщины. Женщина, которая была вашим центром вселенной, женщина, которую вы любили, она вас таким сделала. Соответственно, это после разрыва, это после развода вы стали более жестким, вы стали более таким человеком, который ценит свое время, вы стали более увереннее в себе. И вообще я вам скажу, что эта вот ситуация, которая произошла в вашей жизни, она пошла вам на пользу в каком-то смысле. Хотя есть и обратная сторона этой медали. Конечно же, после вашего расставания у вас появились некоторые страхи, у вас появились некоторые комплексы. Да, у каждого это свои будут комплексы и страхи проигрываться, но тем не менее. Вы человек, в общем-то, обеспеченный. Я не могу сказать, что у вас есть какие-то материальные такие проблемы. Вы умеете распоряжаться деньгами, вы умеете зарабатывать. Вы человек, который какое-то время вы позволяли собой манипулировать. Вы позволяли это делать женщине, потому что женщины – это вот ваше слабое место. Любимая женщина, которая вот была, либо же вот которая будет, да, вот вы с женщинами становитесь совершенно другим. Вот это ваша слабинка, когда вы влюбляетесь, когда вы любите, вами очень легко управлять, манипулировать. Хотя, в общем-то, по жизни вы умеете довольно неплохо манипулировать и сами. Вот когда вам что-то нужно, да, может быть, по работе, там какие-то такие бытовые еще моменты где-то, ну, по жизни – вы умеете, в принципе, управлять людьми, вы умеете находить общие знаменатели, вы умеете идти на компромисс. Но вот с женщинами это такой вот ваш маленький пунктик. Вот знаете, здесь есть такое двоякое ощущение, что и в плюс, и в минус вам пошло вот это ваше расставание с женщиной. Так, давайте-ка посмотрим. Что же дальше будет происходить в вашей жизни, да, потому что, ну вот, сейчас я, к сожалению, я не вижу рядом возле вас женщины, которую можно было бы назвать ваша новая любимая женщина. Да, могут проигрываться какие-то небольшие романы, могут проигрываться у некоторых даже связи, но это такие, знаете, вот, ну я даже не хочу на них останавливаться, потому что, ну это несерьезно. Во-первых, некоторые не отошли еще от боли, которая была причинена вам, да, вот женщиной. Причинена, такое слово какое-то противное, да, некрасивое. То есть вам причинили боль, и вы сейчас, ну, то ли не готовы еще вступить в новые отношения. У кого-то может проигрываться, что вы
Ну, по собственной воле просто не хотите. Вы не доверяете женщинам, да, вот после разрыва. Вы им не верите. У вас есть некая злость, обида, да. Хотя раньше вы были совершенно другим человеком. Вот еще раз повторяю, именно после той тяжелейшей драмы, которая произошла в вашей жизни, вы стали таким, более жестким, более в чем-то агрессивным, да. Хотя в душе вы совершенно другой человек. Я не могу сказать, что вы в душе такой жесткий. Знаете, вот эта ситуация, которая, ну, застала, может быть, в каком-то смысле вас врасплох. Я имею в виду вот это расставание, именно вот на каком уровне оно у вас происходило. Довольно непростое было расставание. Это могли быть скандалы, могли быть какие-то вот судебные разбирательства очень непростые, очень неприятные. Это могли быть дележки имущества, которые также причиняли вам боль, потому что женщина хотела, ну, как бы большую часть себе и денег, и вообще имущества вашего захватить. Что будет дальше у вас происходить, как будет дальше складываться ваша жизнь. Давайте будем по сферам смотреть, да, вот работа, как всегда, вот по здоровью немножечко посмотрим, и потом личная жизнь. Так, работа. Что будет по работе, как будет складываться ваша работа? Смотрите. У кого сейчас финансовые проблемы, может быть, увольнение, там какие-то сокращения, вот эти все, ну, передрязги, да, на работе. Эта ситуация наладится однозначно, можете не переживать. У вас будет и новая работа, и довольно неплохая работа. Причем вам поможет в этом мужчина. Это может быть какой-то ваш знакомый, может быть друг, приятель, кто угодно, который либо же к себе пригласит, да, вот может быть у него в фирме есть вакантное место, либо же он знает каких-то друзей, приятелей своих, да, у которых есть свободное место вакантное. То есть вам поможет мужчина. Мужчина довольно такой жестковатый, ну такой мужик он по природе, не слюнтяй абсолютно. Причем вот свою новую работу вы как-то вот интуитивно, что ли, почувствуете, вот, что это ваше. У вас будет выбор даже не из одной вакансии, не с одной работы. Но вы вот именно почувствуете, да, вот сюда я хочу идти, а вот туда я не хочу идти. Однозначно ваша ситуация финансовая будет в положительном моменте, да, вот она перевернется абсолютно в положительную сторону, поэтому не опускайте руки, да, этот период надо пережить, если у вас такая ситуация, да, что вот либо увольнение, либо сокращение, либо же закрыли, может быть, ваше предприятие, да, сейчас довольно непростые времена бывают, поэтому довольно много людей бывает без работы остаются в такие периоды. Смотрите, абсолютно не вижу проблем, что касается вот кто, допустим, хочет свое предприятие открыть, кто хочет перейти, может заняться своим делом, у вас будет все настолько, вот знаете, ну как по маслу, да, вот идти. Очень будет благоприятный период заняться вот именно своим бизнесом. Поэтому если у кого-то из вас есть возможности финансовые, есть желание, есть, может быть, ну, я не знаю, крыша, как говорят, да, есть помощники, компаньоны там и так далее, вы смело можете открывать, ну вот фортуна, как бы сама судьба на вашей стороне. Так, далее смотрим. Смотрим, давайте по здоровью. Посмотрим в общих чертах, да, диагнозы я ставить не буду. Но посмотрим, как будет проигрываться ваше здоровье. По здоровью, кстати, я вас тоже могу порадовать. Никаких серьезных проблем по здоровью в ближайшее вот время я у вас не вижу. Да? Мы смотрим в ближайшее время, ну, в ближайшие месяцы, ну, может быть, полгода, так, плюс-минус. Понятно, что на всю жизнь никто смотреть не будет. Знаете, у меня такое ощущение, что наоборот, вот как будто каким-то магическим образом у вас... ну, прекратят обостряться ваши вот хронические какие-то старые болячки. Может быть, это связано будет с летом, да, вот тепло, кто-то, может быть, на море поедет, свежий воздух, солнышко, да. Ну, то есть я не вижу обострений, наоборот,
Вот вы будете в ближайшее время как-то, наоборот, полны сил, полны энергии, да, вот очень так активно будете настроены, вообще будете действовать довольно так активно. Единственное, что вот оставляет желать лучшего, это ваше нервное и ну, психологическое, так сказать, состояние. Это могут проигрываться у некоторых какие-то депрессии, это могут быть апатические состояния, это могут быть бессонницы, да, какие-то вот такие, ну, я не знаю, не то чтобы психоз, но более взрывные реакции на какие-то вещи. То есть характер может стать более вспыльчивый, и то это вот после разрыва, который произошел в вашей жизни, и который оставил вам, ну, своего рода такой вот отпечаток. Поэтому вот именно такая психотравма, да, вот она будет давать о себе знать. У кого недавно произошел разрыв, конечно же, это будет более остро ощущаться. И упадок сил вот именно у тех, у кого сейчас острый период, да, потому что, ну, у кого уже так время большое прошло после разрыва, да, может быть перепад настроения, вот именно психологические моменты, но наоборот, те будут как живчики. А кто недавно, да, вот здесь в этом есть разница. Здесь будут, конечно, такие вот и перепады настроения, и плохой сон, и, может быть, и кушать не захочется, ну такая апатия, да. Плюс здесь и страхи, здесь и комплексы. Но опять же, это вот нервно-психологическое такое состояние будет, ну, такое самое такое проблемное. А в общем-то по здоровью больше таких особых обострений я в ближайшее время у вас не вижу. Итак, вишенка на торте. Посмотрим, давайте, как же сложится дальше ваша личная жизнь, да? Смотрим. Будет ли та единственная у вас? Ну, конечно, куда же без нее? Смотрите, вы повстречаете женщину, это будет ваша новая любовь. Именно любовь, я делаю акцент, потому что, ну, здесь у нас и двойка кубков выпала. Это однозначно женщина, которая не для развлечений. Это будут серьезные стабильные отношения. Она будет скорее брюнеткой проигрываться. Женщина, с которой у вас будут, знаете, вот такие довольно романтические, и, конечно же, и эротические тоже отношения. Вот именно, ну, романтика здесь будет доминировать, наверное. Это человек, с которым вы не будете нацелены именно, вот, знаете, как это обычно бывает, вот удовлетворить в первую очередь свою страсть. Нет, конечно же. Вот вам с этой женщиной будет хорошо именно вот душевно, духовно, да, помимо интимной жизни, вот у вас на первом месте будет стоять именно вот это душевное родство, которое вот стоит на первом месте вообще в отношениях. Да, интим это тоже все хорошо, все здорово, там тоже у вас будет без проблем, не переживайте, но интим стоит на втором месте. Знаете, как говорят, самый лучший интим с тем, с кем хорошо, даже без интима. Поэтому здесь у вас будет такой баланс, который будет давать вам и жизненные силы, да, вот именно эта женщина может вам подарить и тот адреналин, да, и те силы, ту энергию, когда вам захочется жить, творить, когда вам захочется что-то делать, да, вот ради кого-то жить. Поэтому, ребята, смотрите, еще такой момент, да, чтобы я не упустила. Эта женщина... Да, она одинокая будет на момент вашего знакомства, но она очень нравится другим мужчинам. Поэтому не нужно как-то слишком остро реагировать, потому что, ну, она хороша собой, она привлекательна, да, поэтому если мужчины будут заглядываться на нее, не нужно какие-то сцены ревности устраивать. Ну, это будет ваше, вот, знаете, с приходом с этой женщины в вашу жизнь придет как будто... Ну, второе открытое дыхание. Вот с ней вам захочется жить, творить, дышать. Еще раз повторюсь, потому что вот такой момент, знаете, хочется буквально пару слов сказать. Когда мы, ну, особо не хотим ничего делать, да, либо же мы сами, когда живем, да, вот когда у человека нету пары, либо же когда это неблагополучные отношения, когда женщина постоянно пилит, да, и мужчина лежит и ничего не хочет делать, да,
потому что ты знаешь, что бы ты ни сделал, это не оценится, тебе вынесут мозг, и то не так, и это не так, да. То есть, ну, со стороны это может казаться, что мужчина лентяй, да. Но если взять психологический момент, то в психологии, ну, нет такого понятия лень. Есть понятие отсутствия мотивации. Я думаю, многие со мной согласятся, да, напишите в комментариях, что когда у человека есть женщина, которая, ну, мужчину мы сейчас берем, да, во внимание, это же касается и женщин, в принципе, когда есть человек, который, ты знаешь, тебя любит, тебя ценит, когда ты знаешь, что ты нужен этой женщине, конечно же, ты не будешь лежать на диване и бить баклуши, да? Тебе самому захочется что-то сделать, в чем-то помочь, да? Может быть, что-то купить, может быть, я не знаю, там в быту что-то вместе сделать. То есть у тебя есть стимул, тебе хочется ради кого жить, тебе хочется ради кого творить, у тебя есть стимул и мотивация в этой жизни. Поэтому вот именно эта женщина подарит вам ту самую мотивацию, ту радость, да, вот вам захочется именно творить. Вы, может быть, даже порой будете удивляться, откуда у вас взялись эти силы, да, если раньше, казалось бы, лежишь на диване, не хочется лишний раз встать, да, может быть, там стрельнуло, там кольнуло, то мне не хочется, то мне не можется, а здесь вы будете, ну, на одном дыхании, просто вот как бабочка порхать, да, потому что у вас будет мотивация под названием любовь. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!